Привет! Этот выпуск о районе у пляжа Бангтао. Покажу 2 дома, которые мы снимали, посмотрим, что за озера мы видим на карте, какой здесь пляж, зайдем в магазины и кафе. В ноябре мы искали дом на 6 человек и столкнулись с проблемой, что все было занято, а что не занято было очень дорого. Когда я называла наш бюджет, агенты смеялись и говорили, что это цена студии. Мы перерыли все сервисы, написали миллионы сообщений и нашли через Facebook Marketplace единственную подходящую виллу недалеко от моря, у пляжа Бангтао. Ее сдавали за 100 тысяч батов, договорились в итоге на 80. Наша вилла – это 5 отдельных комнат-стекляшек вокруг бассейна. В стоимость входила чистка бассейна, уборка комнат. Комнаты все примерно одинаковые. В каждой есть кровать, стол, телевизор, хороший кондиционер и свой санузел. Также у нас была кухня в отдельной комнате с кондиционером и всем необходимым набором посуды. Заглянем еще в одну комнату. Тут у нас 2 раздельные кровати. Больше она в принципе ничем не отличается. Мы жили далеко от дороги, за домом у нас небольшой пруд. Из минусов этого дома могу отметить, что любая еда, забытая кем-то, или крошки на полу, превращаются здесь в муравейник. Но плюсов здесь намного больше. По нашей просьбе хозяйка дома даже привезла нам гриль. Бассейн – это прекрасно, но давайте прокатимся до моря. Хоть на карте кажется, что до пляжа рукой подать, пешком, обходя всю эту красоту, вы потратите около 40 минут. На байке или на машине – около 10. Чтобы попасть на пляж, нам придется проехать через элитный мир лагуны. Это целый комплекс отелей, вилл, таунхаусов с собственной инфраструктурой, полями для гольфа и магазинами. Когда-то здесь были оловянные шахты. Когда запасы металла исчерпались, шахты затопили грунтовые воды и образовали целую систему озер. Теперь это престижный, дорогой район, где живут в основном иностранцы. Бангтао считается одним из лучших пляжей Пхукета. Его протяженность 7 километров. Людей здесь не так много, как на других пляжах. Песок мелкий, приятный, и, кстати, он тут тоже немного поскрипывает, как на пляже Корона. Тут вы найдете много кафешек, но, видимо, из-за элитного статуса района цены в них на порядок выше. Центральная часть самая чистая и самая оживленная. Если вы воробушек-социофобушек, то можете смело ехать вот в эту часть пляжа. Там почти нет людей. Правда, там много природного мусора, потому что здесь растут хвойные деревья, и, кстати, совсем рядом есть национальный парк. Иногда сюда приходят крутые волны. И, конечно, на Бангтао можно увидеть красивейшие закаты. Места пешеходам нет вообще. Тут, собственно, и пешеходов, как видите, кроме нас, никого. В нашем районе много магазинов. В пешей доступности есть несколько 7-Eleven. Давайте заглянем. Здесь есть все необходимое. Еда, бытовая химия, предметы первой необходимости. Вот чипсы, например. Здесь можно купить лед. Если вы проголодались, можно взять сэндвич, разогреть на кассе и там же заказать кофе с собой. Посмотрим, что тут есть интересного. Вот, например, минеральный дезодорант солевой. Мне очень нравится. 39 бат всего. Вот еще один неплохой магазин. Я думаю, он, наверное, даже самый дешевый из всех ближайших. Это Суперчип.
Он такой маленький, узенький, но здесь очень большой ассортимент вообще всего. Все, что вам может понадобиться, здесь, скорее всего, есть. Здесь есть даже фрукты, овощи, но качество, надо уметь, в общем, выбирать. Потому что качество здесь овощей желает лучшего. Здесь вот есть даже мясо. Я туда подходить даже, честно говоря, боюсь, потому что выглядит это все не сильно презентабельно. Но здесь дешево. Так что тут уже присматривает какие-то лекарства. Здесь есть от кашля и боли в горле таблетки со скалопендрой. В Севене мы только что видели дезодорант за 39 бат. Здесь он стоит 24. Здесь нельзя платить кредитками, только наличными. Классная реклама, кстати. А это мой любимый магазин Lotus. Это причем большой Lotus, есть еще более мелкие супермаркеты. Этот крупный, он как гипермаркет считается. Здесь всегда очень хороший ассортимент фруктов, овощей. Здесь есть рыба, креветки, в общем, можно найти очень много хорошей, качественной еды. Он немного подороже, чем Суперчип, например, но и качество продуктов здесь лучше. Это время продажи алкоголя в Таиланде. С 11 до 2 и с 5 до 12. Получается, в промежутке между этим временем вы не можете купить алкоголь. Это сделали для того, чтобы работники, у которых в обед много свободного времени, чтобы они не могли прийти в магазин и купить себе что-нибудь, что помешает закончить им рабочий день. Очень большой ассортимент вообще всего. Тут очень много вина, хотя этого нет обычно в маленьких магазинах Таиланда. Очень большой выбор фруктов, овощей. Есть всякая курочка, рыбка, креветки. В общем, тут есть все. И продукты, и бытовая химия, и посуда, и косметика. Я очень люблю этот магазин. Но фрукты, конечно, проигрывают с рынком, потому что, например, вот вчера мы купили белую питахаю за 70 батов за килограмм. Но она была раза в 2 или в 3 крупнее, чем вот эти малыши. Теперь прогуляемся до самого дорогого супермаркета. Квилла Маркет. Магазин европейского типа. Здесь вы найдете европейские и даже некоторые русские продукты. Есть большой винный отдел. Цены здесь, конечно, выше, чем в других магазинах. Креветки в Лотосе мы только что видели за 259, здесь 690. Надеюсь, они в 3 раза вкуснее. В общем, в районе Бангтау магазины есть на любой вкус и кошелек. В следующем видео мы зайдем в наше любимое кафе в этом районе, посмотрим второй дом, воспользуемся прачечной и пройдемся по рынкам. Подписывайтесь на канал, мы очень рады вашим лайкам и комментариям.